Я объясняю один раз и понятным языком. Душнилы и ценители высокого искусства, это видос не для вас. Это мрамор итальянский, тут мы с серьезной моськой сидеть не будем. Льюис Кэрролл. Английский писатель, математик, логик, философ, диакон, фотограф и детский писатель. Парень в крутом костюме. Кто ты без него? Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Как вам списочек? Мальчик бизнесменом был. Его, кстати, не Льюис звали, а Чарльз Людвидж. Льюис Кэрролл — это псевдоним. Такой умный мужчина, и детские книжки. Позер, наверное. Только вот его самые известные произведения — это «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье». И читать эти книжки могут не только дети, а еще очень какие взрослые. И вообще он очень миленький. Такой милашка. Все знают про Алису. А если ты не знаешь, то кто тут позер? Если вы вобьете в гугле Льюис Кэрролл, первое, что вам выпадет, это чем был болен. Он же явно шизофреник, псих какой-то. Пневмония. Он умер от пневмонии. Или что принимал Льюис Кэрролл? Он же наркоман, кололся, наверное, нюхал. Да. Тут спорить не буду, да? Опиум. Опиумная настойка. Только вспомним, в какое время он жил, и в то время врачи предлагали вот это. Возникла зависимость. Но я считаю, что Алиса — это не про галлюцинации, это про сюрреализм, про символику, про умные штучки. А Кэрролл — это та еще умная штучка. Я не прям тащусь от страны чудес, она уже так поднадоела, она везде просто. Поэтому я решила уделить время зазеркалью. Дело в том, что я не читала Алису ни одну. Я смотрела мультик, вот этот, крутой ручной работы в виде коллажа. Мне недавно попалось воспоминание о том, как я, школьница, иду с отцом по китайскому рынку. Я вообще не помню, что он там хотел, но я предполагаю, что я ему просто затрахала мозг. Там продавались пиратские диски. Раньше мультики и игры продавались на дисках. И вот мне, наверное, засело это воспоминание, потому что это редкий случай, когда отец куда-то со мной один шел, и он купил мне диск, на котором были все части Алисы. И я их смотрела на видике. И ничего не понимала, потому что я дошкольница, я до сюрреализма не дошла ментально. И вот что-то я это вспомнила и поняла, что ни разу не читала Алису. Думаю, вот же кринж, я чё, быдло? Надо прочитать, может, я что-то упустила? Потому что тогда мне было непонятно вообще, что там происходит. Так вот, прочитала я Алису в зазеркалье и поняла, что это прикольно. Мне очень запомнился там один стишок, и вообще там очень много интересных фишек, точнее, шахмат. На первой же странице книги нас встречает объявление, которое еще раз показывает, какой Чарльз милашка. Он за свой счет посоветовал всем, кто купил книгу предыдущего тиража с некачественными иллюстрациями, прийти на определенный адрес и поменять их на новые. А непроданные экземпляры пожертвовал. Не Буся ли? Он продавал книги эти за бесценок, чтобы обычные люди могли читать. Добряк тот еще. Но вернемся к шахматам. Весь этот рассказ разделен по главам, которые разворачиваются в шахматном поединке, где Алиса становится королевой за 11 ходов. Первый. Алиса встречает черную королеву. Черная королева уходит на h5. Алиса через d3, железная дорога, идет на d4, траля-ля и троля-ля.
Белая королева идет на c4 и ловит шаль. Алиса встречает белую королеву с шалью. Белая королева идет на c5, становится овцой. Алиса идет на d5, лавка, река, лавка. Белая королева уходит на f8, оставляет на полке яйцо. Алиса идет на d6, шалдай-болтай. Белая королева идет на c8, спасаясь от черного коня. Алиса идет на d7, лес. Черный конь идет на e7. Белый конь берет черного коня. Белый конь идет на f5. Алиса идет на d8, коронация. Черная королева идет на e8, экзамен. Алиса становится королевой. Королева рокируется. Алиса рокируется, пир. И белая королева идет на a6, суп. И 11-м ходом Алиса берет черную королеву и выигрывает партию. Вам что-нибудь понятно? Мне да. Каждый персонаж этой сказки обозначает фигуры на доске, и у них есть своя расстановка. В начале игры Алиса простая пешка. Но как она ей становится? Самое простое объяснение сюжета – это то, что Алиса зимой у камина засыпает. И все, что дальше описывается в книге, это ее сон, где та прошла сквозь зеркало и оказалась в зазеркалье, где мир представляет собой шахматную доску. Все очень просто и одновременно нет. В книге есть очень много отсылок и приколюх. Та же 7 глава, где дерутся единорог и лев за корону, это отсылка на британский герб, на котором шотландский единорог и британский лев, где они задуманы как карикатуры на Гладстона и Дизраэли. Это такие политические деятели, которые часто выступали против друг друга. Узнав двойной смысл этих персонажей, и читать становится интереснее. Лучше, конечно, эту книжку прочитать, ну или хотя бы понимать, что происходит. В самой первой главе Алиса знакомится с природой Зазеркалья и видит книжку. И вот что она в ней прочитала. Бармаглот. Варькалась. Хливки и шарьки пырялись по нове, и хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове. О, бойся Бармаглота, сын, он так сверлеп и дик, а в глуще рымет исполин злопасный брандашмык. Но взял он меч и взял он щит, высоких полон дум, в глущобу пусть его лежит под дерево тум-тум. Он встал под дерево и ждет. И вдруг грохнул гром, летит ужасный Бармаглот и пылкает огнем. Раз-два, горит трава, зыль-зыль стрижает меч, ува-ува, и голова барабатает с плеч. Светозарный мальчик мой, ты победил в бою, о храбославленный герой, хвалу тебе пою. Варькалась, хливки и шарьки пырялись по нове, и хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове. Очень милые стишки, сказала Алиса задумчиво, но понять их не так-то легко. Знаешь, ей даже самой себе не хотелось признаться, что она ничего не поняла. Наводит на всякие мысли, хоть я не знаю на какие. Одно ясно, кто-то кого-то здесь убил, а, впрочем, может и нет. Тут она опомнилась и вскочила на ноги. Это было ее первое знакомство с этим стихотворением, но она вспомнит его еще несколько раз в своем путешествии. Бармаглот является величайшим стихотворным нонсенсом в английском языке. Он был так хорошо знаком английским школьникам XIX века, что многие признавались, что знают его наизусть, хоть никогда и не пытались это сделать. Оно как-то само отпечатывается в памяти. А если рассматривать его со стороны физики, то если перевести основные понятия физики на язык Бармаглота, сохранив все числа и все метрические атрибуты, то ничего не изменится. Очень интересное произведение. Поэтому я и хочу уделить ему особенное внимание. Тот факт, что Алиса увидела строки перевернутыми, свидетельствует о том, что сама она, пройдя через зеркало, не изменилась. То есть не стала анти-Алисой, что, если рассматривать со стороны стереохимии,
очень хреново, ведь тогда есть все основания полагать, что неотраженная Алиса просуществовала бы в Зазеркалье не дольше тысячной доли секунды. Почему? Все органические вещества стереоизометричны. Простыми словами, Алиса еще до своей трансформации болтала со своей кошечкой про молоко. Ну как, Китти, хочешь жить в зазеркальном доме? Интересно, дадут тебе там молоко? Впрочем, не знаю, можно ли пить зазеркальное молоко. Не повредит ли оно тебе, Китти? Писец как навредит. Каким образом? Молоко, пройдя трансформацию через портал в Зазеркалье, приобретает противоположные свойства. И тогда, если бы асимметрическую структуру молока зеркально отразили, его нельзя было пить. Если это так, то зазеркальное молоко будет состоять из антивещества, которое обычная Алиса даже не сможет выпить. Стоит ей даже прикоснуться к нему, как они оба взорвутся. А вот если бы Алиса увидела строки нормальными, то это значило, что она стала антиалисой и пила бы молочко спокойно. В 6 главе Алиса встречает Шалтая-Болтая. В нашей стране это непонятная хрень, максимум пасхальное яйцо с ножками. Христос воскрес. Но в англоязычном мире это персонаж многих классических английских детских стихотворений. Он там очень известен. Вот и в книге Кэрола это большое человекоподобное яйцо с галстуком. Шикарная глава, там так много всего интересного, поэтому мы беседу с ним подробнее и разберем. Алиса, 7-летняя девочка, конечно, его узнала и первой начала заводить с ним беседу, но она что-то вообще не клеилась. Тогда Шалтай сам начал задавать вопросы Алисе. «Что это ты там бормочешь?» — спросил Шалтай, впервые прямо взглянув на нее. «Скажи-ка мне лучше, как тебя зовут и зачем ты сюда явилась?» «Меня зовут Алиса». «Какое глупое имя!» — нетерпеливо прервал ее Шалтай-Болтай. «Что оно значит? Разве имя должно что-то значить?» — проговорила Алиса с сомнением. «Конечно, должно», — ответил Шалтай-Болтай и фыркнул. «Возьмем, к примеру, мое имя. Оно выражает мою суть, замечательную, чудесную суть. А с таким именем, как у тебя, ты можешь оказаться чем угодно, ну просто чем угодно. Во-первых, в современном английском языке словосочетание «шалтай-болтай» или «хамти-дамти» имеет два значения. Первое – это толстячок-коротышка и вещь упавшая, разбитая, невосстанавливаемая. Вот он постоянно и норовит упасть со стены. Во-вторых, Питер Александр в своей статье «Логика и юмор Льюиса Кэрролла» обращает внимание на характерную для Кэрролла инверсию, которая обычно остается незамеченной. В реальной жизни собственные имена редко имеют какой-то смысл, помимо обозначения индивидуального объекта, в то время как другие слова обладают общим, универсальным смыслом. Вот в мире Шалтая-Болтая справедливо обратное. Что это значит? Обычные слова, такие как яйцо или стена, обретают любые значения, которые придаст нам Шалтай-Болтай. А имена, как Алиса или Шалтай-Болтай, должны иметь универсальное значение. Дальше он уточнил ее возраст и опять остался недоволен. Мол, 7 лет и 6 месяцев, какой неудобный возраст. Вот если бы ты со мной посоветовалась. Тебя вообще никто не спрашивал. Яйцо. Вот и Алисе не понравилось. Расти мне или нет, тебя это не колышет. А он еще такой, что гордость не позволяет. Вообще такой токсик. Алиса еще больше возмутилась. «Ведь это от меня не зависит», — сказала она. «Все растут, не могу же я одна не расти». «Одна, возможно, и не можешь», — сказал Шалтай. «Но вдвоем уже гораздо проще. Позвала бы кого-нибудь на помощь и прикончила бы все это дело к 7 годам». Если что, это был софизм. Короче, это такое умозаключение, которое формально кажется правильным, но по сути это звездеж. Вот пример. 4 равно 8. По сути, схрена ли 4 равно 8? Но вот вам доказательство, где это так.
Софизм? Зачем Шалтай-Болтай его использует? Чтобы показать свое умственное превосходство перед 7-летней девочкой. Балбес. Ну, Алиса тоже девка такая. С огоньком. Меняет тему разговора. Она вообще переобувается, как сыроконожка с одной парой обуви. Какой у вас красивый пояс, вдруг заметила Алиса. Нет, не пояс, а галстук. Ведь это, конечно, галстук. Или нет, я, кажется, опять ошиблась. Это пояс. Такая сука. Ах, я такая необразованная. Они там дальше болтают, и тема заходит вновь про значение. Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше, сказал Шалтай презрительно. Вопрос в том, подчиняется ли оно вам, сказала Алиса. Вопрос в том, кто из нас здесь хозяин, сказал Шалтай-Болтай. Вот в чем вопрос. Вы так хорошо объясняете слова, сэр, сказала Алиса. Объясните мне, пожалуйста, что значит стихотворение под названием «Бармаглот»? Прочитай-ка его, ответил Шалтай. Я могу объяснить все стихи, какие только были, и кое-какие из тех, что еще будут. Прочитай-ка его. Это обнадежило Алису, и она начала. Варькалась, хливки и шарки пырялись по нове. Что же, хватит для начала, остановила ее Шалтай. Здесь трудных слов достаточно. Значит так, варькалась — это 4 часа пополудни, когда пора уже варить обед. Понятно. Сказала Алиса. А хливки? Это хлипкие и ловкие. Это слово как бумажник. Раскроешь, а там 2 отделения. Так и тут. Слово раскладывается на 2. Надеюсь, схема понятна. Для тех, кто до сих пор тупит, в английском языке, например... Не, а что на английском? Давайте на русском. В русском языке есть слово «ключ». Это может быть горный ключ, как вода бьет ключом, гаечный ключ или ключ, которым мы открываем замки. Одно слово, а сколько веток, целый куст. Да, теперь мне ясно, заметила задумчиво Алиса. А шарки кто такие? Это помесь хорька, ящерицы и штопора. Забавный должно быть у них вид. Да, с ними не заскучился, согласился Шалтай. А гнезда они вьют в тени солнечных часов, а едят они сыр. А что такое пырялись? Прыгали, ныряли и вертелись. Ой. А нова, сказала Алиса, удивляясь собственной сообразительности. Это трава под солнечными часами, верно? Ну да, конечно. Она называется нова, потому что простирается немножко направо, немножко налево и немножко назад, радостно закончила Алиса. Если вы не заметили, то направо, налево и назад начинается на «на». Совершенно верно. Ну а хрюкотали — это хрюкали и хохотали. Или, может, летали, не знаю. А зелюки — это зеленые индюки. Вот тебе еще один бумажник. А мюмзики — это тоже такие зверьки? Спросила Алиса. Боюсь, я вас очень затрудняю. Нет, это птицы. Бедные. Перья у них растрепанные, торчат во все стороны, будто веник. Ну, а насчет новы я и сам сомневаюсь. По-моему, это значит далеко от дома. Смысл тот, что они потерялись. Надеюсь, ты теперь довольна? Поболтали бы они еще, но Алиса так и задолбала его своими вопросами, что аж сам Шалтай-Болтай тонко ее послал. Тут, кстати, тоже очень интересно, ведь прощаясь с Алисой, Шалтай-Болтай говорит, что при следующей встрече он ее не узнает, так как не может отличить ее лица от лиц других людей. Таким образом, Льюис Кэрролл дает одно из первых описаний прозапагнозии. Это психическое расстройство, которое выражается в неспособности различать лица. Неофициально это расстройство иногда называют синдромом Шалтая-Болтая. В жизни не встречала такого противнейшего, такого противнейшего. В письме к миссис Четвей, матери одной из девочек, с которыми дружил Кэрролл, он пишет, что место действия в Снарке. Это остров, который часто посещают Джуб-Джуб и Брандашмык. Это, безусловно, тот самый остров, где был убит Бармаглот. Объединяем все мной вышесказанное. Бармаглот или Брандашмык представляет собой символ ужаса
и опасности, которые создают идею неизведанных территорий. Главный герой с мечом и с щитом, то есть символами отваги и храбрости, готовности к атаке, символизирует борьбу с внутренними и внешними страхами. Победив чудовище, тот становится святозарным и храбославленным, то есть святым. Его озаряет солнечный свет, и все его прославляют за его храбрость. Благодаря своей структуре и ритму это стихотворение легко запоминается и остается популярным среди читателей. И вот в этой книжке еще очень много всяких отсылок, всяких философских штук, каких-то математических дополнительных свойств, спрятанных между строк. Но я захотела вот немножечко вот рассказать. Надеюсь, теперь это будет более понятно, и вам захочется прочитать или посмотреть, может быть. И рассматривать ее не только со стороны «Ой, Льюис Кэрролл курил, наверное, нюхал опиума, набухался, и вот поэтому такую хрень пишет». Нет, это умная штука, тут сюрреализм на сюрреализме, значениями погоняет. Ну, в общем, вот.